Всем привет, с вами Солки. Продолжаем играть Sherlock Holmes Chapter One. Так, и нам надо расследовать убийство мисс Эммы. Плюс еще мы не нашли алмаз, который украли. Что ж, будем расследовать. Так, письмо о компенсации. Лорд Крейвен. Я так и не получил обещанную компенсацию за моральный ущерб и лечение, которое потребовалось из-за вашего возмутительного поступка. Вы прекрасно знаете, после ваших ложных обвинений я лишился работы. Мне вернули доброе имя, а работники с больной рукой никому не нужны. Если вы и дальше будете меня игнорировать, я буду вынужден обратиться в суд. Лорд Крейвен ударил медиума. Брошь, видимо, только поражила во время сеанса. Лорд Крейвен был вместе с Эммой. Компенсация за побои. Леди Крейвен указала на окно. Похоже, во время сеанса она увидела кого-то в дворе. Расследуем дальше. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Я ничего не знаю. Вот он, алмаз-то и есть, в принципе. Ага, вот он. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Из трех есть. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Хорошо. Это у нас тут шкатулка или ящик. Достаточно глубокая. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto.
This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Брошки. Кольцо с мотыльком. 3 из 5. Several £1,000s, that's quite a fortune. Fard Rouge Caramel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Окей. Тайник с драгоценностями. Среди флаконов с духами у мисс Эммы был тайник. Среди прочего я обнаружил там немалую сумму денег и фамильное кольцо. Кольцо с мотыльком. В тайнике я нашел старенькое медное кольцо с изображением мотылька. В отличие от прочих драгоценностей, оно выглядит дешевым. Так, судя по синякам, на шее леди Крейвен задушили. В кровати беспорядок, видимо, она боролась за жизнь. Рядом с телом лежит крупный алмаз. Лорд Крейвен подтвердил, что во время сеанса пропал именно он. Со свечами леди раскрыты. Вещи разбросаны. Похоже, в сумке что-то искали. Кстати, ЗПВ алмаз был рядом с Эмму задушили, кольцо с изображением мотылька. Обычный дешевый слабый A замок. remarkably simple lock. Дешевый латунь. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Вот. Так. В двери между комнатой простой и дешевый замок. Замок легко вскрыть. Хорошо. Дальше. Следовать. Открыть нельзя. Это мы все тут исследовали. О. I doubt I can help with this. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Лучше не надо. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Так, ладно. Лорд Крейвен не узнал кольцо. Он никогда не видел его ни у жены,
Ни у кого-либо еще. Эмма обкрадывала лорда Крейвена. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Так, а куда дальше мне идти? Да я уже смотрел. Да пойти бы. Так, тут я уже был, да? Ну да. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Так, письмо об украденном кольце. Уважаемый сэр, вынужден сообщить, что нам пока не удалось отыскать кольцо. Расследование продолжается, однако слугу Л.О. Дюпона пришлось отпустить. Ничто не указывает на его участие в краже. Мы непременно сообщим, как только обнаружим новые улики. Л.Д. Гавро, комиссариат полиции Марсель. Новая зацепка. Ну, хоть что-то. Разума. Вор сваливал вину на слуг. Ага, понятно. Человек, воровавший лорда Крейвена во время путешествия, обставлял все так, чтобы виноватыми выглядели слуги. Эмма мошенница, она обкрадывала лорда Крейвена. На двери между комнатами Луки Галичи и лорда Крейвена совсем простой замок. Его легко вскрыть. Луки Галичи. В тайнике Эммы я нашел кольцо с изображением. Вот так, так. Больше тут ничего нет, я так понял, да? Ладно, давай выйдем, попробуем дальше поискать что-нибудь. Соседняя комната. Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Наверное. Whoa, what a breathtaking man. Так. Галич. Кажется, вот это. Никого. Пойдешь, блин. Замечательно. Письмо, найденное в отеле. Дорогой Джеймс,
Я с большим интересом прочел трактовки биномиальной теоремы. Хотя некоторые места мне не вполне ясны, должен сказать, что вы проделали впечатляющую работу. Я настоятельно рекомендую как можно скорее публиковать трактат, поскольку уверен, что ваш метод получит широчайшее практическое применение. Искренне ваш профессор Гилберт. Только она не имеет дела к расследованию. Какое излучение может? Убийца оставил алмаз. Убийца Эммы оставил алмаз рядом с ее телом. Лорд Крейвен застал Эмму с алмазом. Лорд Крейвен вошел в комнату, когда Эмма пыталась спрятать алмаз. Застал ее врасплох. Так, ладно. Лорд Крейвен очень вспыльчив. Крейвен совершенно не умеет держать себя в руках. Окей, так дальше. Лука и Эмма могут быть давними знакомыми. У Луки и Эммы есть украшения с одинаковым изображением мотылька. Может, у них есть еще что-то общее? Может быть. Они сообщники. Уже хорошо. Потихоньку. Клубок разматывается так. Это... Интересно. Эмма давно обманывает Крейвена. Эмма воровка. Во время путешествия она обкрадывала лорда Крейвена и сваливала вину на суп. О. Лука мог знать, что Эмма воровка. Если они действительно знакомы, то Лука вполне мог бы быть в курсе преступных наклонностей Эммы. Лука, наверное. Будем Лука его называть. О, пошел-поехал. Лука мог знать, что его подставила Эмма. Возможно, медиум Лука Галичи знал, что Эмма воровка и что она хочет свалить кражу на него. Может быть. Так, дальше.
Это уже не подходит. Ни одна, ни другая. Печально. Ладно. Что у нас тут? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Так, пойдем-ка мы, может, к этому луке. Ух ты, чертоги разума. Ага. Заключение. Толковать подмеченное можно по-разному. Это зависит от исхода дела. Вы выберете более достоверное толкование. Вы заберетесь логическими несоответствиями. Чертоги разума – это способ широко рассуждать, решение зависит от ваших действий. Из логических связей образуется версия событий. В итоге вы сможете обвинить или отпустить подозреваемого. Это понятно, я так хочу спросить у Луки. Где его? А фиг его знает. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Ну вот, уже лучше. 225. Вот она. О, здорово. Зачутилось, интересно. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Кровь из носа. Сильно ударили. Пальцы тонкие, длинные, ловкие руки. Разлевала. Осунувшееся лицо. Все по худобе не доедает.
Запястья расцарапаны. Царапины свежие кровоточат. О, может, он ее и убил. Странный цвет, обильно пользовался гримом. Лука Галичи худощав и выглядит истощенным. Его нос кровоточит от сильного удара. У него руки и тонкие пальцы умелого вора, обычно ловкой работе карманника, скрывают тюремные татуировки косметикой. Бывшего вор стал медиумом. Медиуму не везет. В запястьях у него свежие царапины от недавней быстрой драки. И считает, что он больше преступник, чем медиум. И это его новый способ зарабатывать деньги, обманывая богатых. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits preferred clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Так, предоставить улику. Sorry, that's beyond my expertise. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Окей, разом. Угу, хорошо. Так, это описание этого Галича. Лука Галичи заявил, что мотылек напоминает ему о беззаботной юности. А это кольцо очень расхожее украшение. Ну-ну. Неосторожность сдерживает царапину. Лука и Лорд были в соседних комнатах. Окей. Так. Эмма расцарапала Луке руки. Эмма расцарапала Луке руки, когда отбивалась от него. Лука легко мог вскрыть замок. Замок на двери между комнатами очень простой. Лука мог без труда его вскрыть. О. Убийца Лука Галичи. Эмма украла алмаз и попыталась свалить вину на медиума Луку. Он убил ее из мести. Лука Галичи заслуживает наказания. Лука Галичи убийца. Он не сдержался и лишил Эмму жизни. Я мог бы рассказать обо всем полицейским. И Галичу лучше бежать. Лука боролся за свою жизнь. Его неоднозначное прошлое.
В случае ареста ничто не спасет его от смертного приговора. И Эмма знала это. Я не стану ему мешать. Будем первые. Лука Галича заслуживает наказания. Лука Галича убийца. Ага. Да? Зацепки. Свежие царапины. И поцарапали руки. Пули грубо обращались с рукой и поцарапали ему руки, когда тащили в комнату. Ага. То есть два выбора тут. Да. Интересно. Ну, это мне больше подходит. Скорее всего, он виноват. Хотя, если... А если вот это сделать, когда будет? Тогда ничего не будет. Ага. Будем делать? Ага, обвините. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Да, вопрос. Вы заслужили наказание, я дам вам шанс. Да, тяжелый выбор.
Но он убил ее. Это факт. Может, конечно, и... А за убийство должен быть наказан. Как бы. Прям не знаю. Ладно. Выберу первое. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Ну, может. Я и правильно сделал. Но вопрос интересный очень. Деликатный. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Призраки прошлого дела закрыты. Материнская любовь. Возвращение на кордон. Мы с моим единственным другом Джоном прибыли на кордону. На этом острове прошло наше детство. Уже поздний вечер, похоже, визит на могилу матери придется отложить на завтра. Я забронировал номер в отеле Палаццо дель Руссо. Надо подойти к администратору. Я провел в Палаццо дель Руссо всего одну ночь, но уже успел ввязаться в расследование. Я представлял поездку на кордону немного иначе. Но дело вышло увлекательным и помогло отвлечься от дурных мыслей. Теперь пора в шахтерский предел на кладбище. На маминой могиле стоит памятник «Плачущий ангел». Окей. Мой воображаемый друг Джон. Так, ладно. Надо посетить могилу матери. Где это? Добро. Идем. Шахтерский предел. Предел. И где он? Ратуша. Он в городе. Здоровенький город.
Бывай. А, вот, кладбище Кордона. О. А, далековато передольсь. Здрасте, поехал. Ну ладно. Вас отвезут? A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. О, то, что нужно. Ты еще пешком попасть туда. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Новое место, кладбище Кордона. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Да, я понял тебя. Ты не бузи. Всё. Так, там улики у нас. Упоминание о похоронах. Он спросил, помню ли я похороны матушки. Нет. Могу попытаться вспомнить. Разум. Здравствуйте. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Ага, хорошо. Так что посмотрим кладбище. Помню. Опа-на. Здравствуйте. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Сразу после похорон нам с Майкрофтом пришлось уехать в Лондон. Это имечко или фамилия. Куда-то пошел. Народу The было service много. was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. Народу было немного, и все молчали. Да нет. Так, идем дальше. Я хотел I увидеть wanted to её. see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Майкрофт крепко меня держал, пока я не успокоился. Лет Холмс. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here?
Агио Вайолет Холмс. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Вайолет Холмс, 1829 по 1869. Ей 40 лет всего было. Попадаю. Ты. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Поездок таинственный гость. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Так. Таинственный гость. Кто-то зажег на маминой могиле свечку и оставил карманные часы. Это часы моей мамы. Они в прекрасном состоянии. Все эти годы их бережно хранили. Свечу зажгли не более получаса назад. Так. Ага, тут ничего пока нет. Ага. Следы. Между следами 27 дюймов. Да? A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Так, посетитель, мужчина в туфлях, ростом около 5,5 дюймов. Какой-то след. След велосипедных шин. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Так, я нашел след велосипедных колес. Бежать он тут так не может. Интересно. Вот велосипед. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. It's stained with oil paint. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Интересно, все улики найдены. Так, я нашел велосипед того, кто был на могиле. Фотография госпитальерских крипт. Так, у велосипеда таинственного гостя я нашел фотографию госпитальерских крипт. Надеюсь, при виде этих прекрасных подземелий на вас не зайдет вдохновение. В любом случае, ими стоит полюбоваться. Вечно ваш Меркурио. Интересно.
выполнено. Ну да, это... А вот и он. Уже когда... Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cardona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Так, в городской ратуше, полицейском участке и редакции Chronicle есть архивы, где можно найти важные для расследования данные. Если хотите узнать больше о той или иной улике, подумайте, где лучше поискать. Помнишь сейчас? Прибись. Ладно. Рассказ Фогеля. Часы на маминой могиле оставил Вернер Фогель. По словам, хотел вернуть то, что по праву майор. Еще он упомянул, что после смерти мамы было расследование. Вряд ли это правда, но если так, в полицейском архиве наверняка что-нибудь найдется. 10 лет назад мы жили в Гранд-Сарае. Это должно помочь с поисками. Ага. Но продолжим это расследование в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, чтобы уведомления вам приходили, а оставляйте комментарии. Если понравилось видео, прожмите лайк. Всем пока, до скорых встреч.